Вывих – довольно неприятная травма, которая может подстерегать каждого из нас. А что же делать, если рядом не окажется врача и нет возможности добраться до медицинского учреждения? Сегодня мы узнаем основы оказания первой помощи при вывихе суставов. Здравствуйте, мои хорошие! По сути, вывих представляет собой не что иное, как нарушение целостности сустава, которое может произойти как вследствие воспалительных процессов, протекающих в суставе, так и в результате травмы. Сегодня наш разговор пойдет именно о травматических вывихах, на которые приходится около 65% всех случаев. Как же определить, что в суставе произошел вывих? Во-первых, как следует из названия, данному виду вывиха обязательно предшествует внешнее травматическое воздействие. Во-вторых, самым первым ярким симптомом травматического вывиха является сильная резкая боль, которая зачастую намного сильнее, чем при переломах. В-третьих, визуально можно определить достаточно сильное изменение формы травмированного сустава. В-четвертых, вывихнутая конечность находится в совершенно неестественном для нее положении. В-пятых, место травмы очень быстро, в течение нескольких минут, сильно опухает. В случае сопутствующего травме повреждения нервов и сосудов происходит потеря чувствительности, онемение в области сустава или ниже, и появление иногда очень обширных гематом. Что же делать, если, не дай бог, с вами или вашими близкими произошел несчастный случай и возникло подозрение на вывих сустава? Так как вывих легко можно перепутать с переломом, ни в коем случае не пытайтесь его вправить самостоятельно. Даже квалифицированному врачу для точного определения вида вывиха и методики его вправления зачастую необходим рентгеновский снимок. Не растирайте и не грейте пораженную область. Обязательно обездвижьте поврежденный сустав посредством наложения шины. Шину можно сделать из любых подручных средств: доски, свернутых журналов, палки, зонтика и так далее. Шина накладывается на конечность так, чтобы она перекрывала суставы выше и ниже места травмы. При вывихе предплечья или плеча зафиксируйте руку косыночной повязкой, подложив под локоть тканевой валик таким образом, чтобы рука не могла прижиматься к туловищу. А при сильной боли дайте пострадавшему обезболивающее средство, например, ибупрофен. Чтобы уменьшить отек и снизить боль, приложите к суставу холодную грелку или завернутый в полотенце пакет со льдом. Как можно быстрее доставьте пострадавшего в ближайший травматологический пункт или вызовите бригаду скорой медицинской помощи. Помните, чем больше времени пройдет с момента травмы, тем серьезнее будут последствия для пострадавшего. В случае вывиха нижней челюсти обездвиживание не требуется. Наложите на место сустава холод. В теплое время года прикройте открытую ротовую полость медицинской маской или марлей. Сама процедура вправления вывиха проводится только доктором в специализированном медицинском отделении. Медленно, без резких движений и рывков, врач возвращает суставные головки на место. В момент вправления будет слышен небольшой щелчок. Очень быстро после вправления вывиха в суставе восстанавливается подвижность, начинает спадать отек, и он приобретает привычный вид. Но для того, чтобы зажили травмированные ткани, связки и мышцы, и полностью восстановилась функция сустава, нужен достаточно длинный промежуток времени. Поэтому для обеспечения покоя сустава, в зависимости от тяжести травмы, на срок от 2 до 8 недель может быть наложена гипсовая повязка. В большинстве случаев для полного восстановления требуется около месяца. Для того, чтобы отек полностью спал как можно быстрее, первые 2-3 дня после вправления сустава 5-6 раз в день на 10-15 минут прикладывайте к суставу холод.
Также в эти дни помогут облегчить боль такие лекарственные средства, как ибупрофен, Некст или кетонов. Конечно, рецепты народной медицины не вылечат вывих. Зато они могут помочь ускорить обменные процессы в травмированной области и унять боль. С болью неплохо справляется полынь. Ее свежие листья растираются до кашеобразного состояния, накладываются на сустав и обматываются смоченным в холодной воде бинтом. Еще для снятия боли наши бабушки использовали смесь тертого лука и сахара. Рецепт простой. Смешайте эти два компонента в пропорции 1 к 10, после чего также используйте смесь в виде примочек, меняя повязку каждые 6 часов. Через 2-3 дня после того, как спадет отек, можно делать на область сустава теплые примочки, которые ускоряют обмен веществ и положительно сказываются на заживлении. Для этой цели отлично подойдет старинный народный рецепт – отвары из ягод бузины. Залейте 5 литрами воды горсть ягод и варите в течение получаса. В готовый отвар добавьте стакан питьевой соды. Дайте отвару настояться и охладиться, а после чего, смочив в теплом отваре марлю, прикладывайте на пораженное место. Если вернуться к традиционной медицине, то после того, как в суставе пройдут острые воспалительные процессы, вызванные травмой, назначаются физиотерапевтические процедуры, ускоряющие реабилитацию, иглоукалывание, массаж и лечебная гимнастика. Соблюдая все предписания врача, уже через месяц можно будет практически полностью забыть перенесенную травму и вернуться к привычному образу жизни. Заходите в нашу группу ВКонтакте, не болейте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Здоровья вам!